Занятие шестое. Самореализация, ответственность, расчет. По крайней мере, по данной теме самореализация, ответственность нам нужно рассмотреть минимум два блока вопросов. Один – это расчет. Да, мы принимаем решения, думаем, планируем. И второй – это уже сама реализация. Да, мы действуем. По ответственности в целом, да, мы с вами рассматривали, суть на самом деле очень простая. Ответственность – это заинтересованность в получении результата и способ, как этот результат получать. Да, безответственному человеку ему все равно, как он пройдет по жизни и с чем он придет к финалу. Ему все равно, его судьба дальше будет подниматься или катиться под откос. Ответственному человеку не все равно, ему нужны лучшие результаты. Да, он понимает, как это достигать. Да, фактически берешь ответственность, я за это отвечаю, я должен поставить цель, просчитать, выполнить все условия. Да, это ключ к достижению результата. Все остальные варианты, они не ведут к достижению результата. Да, если человек ответственность не взял, цели не поставил, от меня не зависит, он на что-то надеется, на кого-то смотрит, результат не будет получен, да, потому что никто не может за человека думать, принимать решения, действовать. Это никто за человека делать не будет. Поэтому ответственный человек – цель и все необходимые действия для результата. Ответственность – это ключ. Значит, по данной теме, по расчету. По крайней мере, по расчету, да, это два блока вопросов на сегодня. Первое – это ключевые правила, да, по принятию решений по самореализации. Второе – это основные варианты, да, как эти вопросы могут решаться. По правилам, ну, по крайней мере, первое. Потенциал человека должен быть реализован в полной мере. Да, то есть если человек, да, скажем, кто обучается на курсах основной духовной практики, да, это программа третьего уровня развития. Реализация, цель – это третий уровень развития, минимум. Да? И если человек не реализует свой потенциал, неважно, свой талант или еще что-либо, но он не прав. Да? У него есть наследие, но он им не пользуется. Да? У него есть потенциал, ресурс, но он его не использует. Потенциал есть, и что с ним делать? А давайте забудем, разнесем, сделаем вид, что ничего не было. Да? Давайте из высокоразвитого существа перейдем в разряд простейших, беспозвоночных, и будем радоваться жизни. Да, поэтому первое – это реализация своего потенциала. Если уровень развития поднимается, должен подниматься уровень реализации. Понятно, что у каждого человека есть своя планка, ее нужно понимать, да, на каком уровне находится человек и на каком уровне, соответственно, должна находиться его самореализация. Как это отличается по уровням? Первый уровень. Да, человек малоизменяем или неизменяем. Его задача трудиться, да, он работает руками. Его задача быть не ленивым, да, активным и честным. Это основное, что требуется от человека на первом уровне. Ему сложно изменяться и развиваться. Основное, ты должен работать честно. Ну и тебе зачет. На втором уровне уже требования посложнее. Да, человек должен быть эффективным, он должен искать свое место под солнцем, он должен где-то там обучаться, приспосабливаться, быть профессиональным в своей деятельности. Да? Ну, там какие-то более-менее реализованные люди. На третьем уровне планка еще повыше. Это человек, который способен изменять себя, свой внутренний мир. Это человек, который способен развивать себя и развивать процесс. Да? Поэтому уровень его возможностей, его самореализации, его доходов, ну, минимум раза в 3 должен быть выше среднего. Да, это вот цель, которая... Третий уровень – это примерно вот так. Четвертый уровень – это уровень элиты, уровень миллионеров. Это люди, которые способны создавать в том числе что-то новое. Построить новый бизнес, который до него не делали.
Да, на предыдущих уровнях этого нет, хотя бы повтори то, что сделали, ну, может быть, тысячи или миллионы людей до тебя. И то это не все смогут, разумеется, далеко не все смогут сделать. Но на третьем уровне человек изменяется, он способен улучшать процесс, развивать процесс. На четвертом уровне, да, он может поступать уже по-другому. Да, соответственно, по крайней мере, цель на третий уровень реализации, чтобы человек мог выходить. Да, и в целом, чтобы он мог двигаться вверх, да, что такое колея? Человек не думает. Он вошел в определенную, да, в определенные обстоятельства, вот он как-то боком стал, и вот так боком по жизни идет. Если обстоятельства его наклоняют, он наклоняется дальше. Если они его говорят, ползи по-пластунски, он ползет по-пластунски. Он не решает задачу роста своих возможностей. Да? Чтобы человек мог решать задачу роста своих возможностей, у него механизм расчета должен быть запущен. То есть он должен понимать, да, ну, если с точки зрения финансовой, доход в 3 раза выше среднего и выше, рост в год 10, 20, 30%, скорость подъема, пока ты не выйдешь на свой потолок. А дальше нужно поднимать свой уровень, чтобы качественно увеличить свои возможности. Да? И вот человек идет вот, к этим целям. Для этого у него работает расчет, у него должен быть для этого план. Да? Каким образом возникает план? Нужно знать возможности, закономерности этого мира. Да? Это мониторинг, что есть подходящего, выбор лучшего из возможных. Дальше пошли расчеты, цели, планы. Пошли действовать. Да? Пока человек не начнет решать эти задачи, его судьба – это колея, и она не зависит от его воли. Почему? Потому что воли нет. Она не включена в том, чтобы поднимать себя по ступенькам вверх. Она не включена. Ее нет. Да? Поэтому, чтобы двигаться вверх, чья ответственность? Ответственность самого человека. А пока человек ответственность не взял, он безответственный, его судьба колея. Обстоятельства тебя определили. Да, поэтому результата человек достигает, когда он в чем-то профессионален, достаточно у него подготовки. А это требуется, для этого требуется время, по-другому уже не бывает. По законам, по правилам, первое, потенциал свой нужно реализовать. Если человек понимает эзотерические знания, троечка, да, эзотерика, там, начало, серединка, конец, да, там может плавать, но в любом случае третий уровень развития, если человек считает, что он высокодуховный, он эзотерик, внешние показатели вот такие-то должны для него быть реализованы. Первое – соответствие с уровнем. Второе – соответствие с предназначением. Тебя на Землю отправляли для чего? Да, каковы твои кармические задачи? Да, лучше, опять же, ну, конечно, в идеале все делать наилучшим образом, но лучше не идеальным образом, но выполнять свою задачу, свою работу, чем хорошо, но чужую. Поэтому соответствие с предназначением. Третье. Чтобы стремления души человека были реализованы. Здесь могут возникать уже различные интересные задачи, да? Да, поэтому стремления души, если они уж какие-то хромают, они должны быть раскрыты с точки зрения, что ты созидаешь, какую идею ты реализуешь, какую пользу ты приносишь. Да, быть востребованным – это то, что нужно себя реализовать. Стремления души на максимум, но они идут после той пользы, которую ты должен принести. Да, потому что общее потом, пожалуйста, ты. Найди себя в этом процессе. Настрой, да, в любом случае решай эту задачу. Ну и финансовую составляющую никто не отменял. Да, пожалуйста, в соответствии со своим уровнем, пожалуйста, выровняй уровень доходов. Вот варианты решения задач, да, по росту возможностей, там, доходов, своего положения в этом мире – это навыки, которыми в конечном итоге человек должен владеть всеми этими навыками. Да? Первое – это смена работы. Не нужно менять квалификацию, там, повышать образование. Пройдись, найди лучшее предложение.
Да, первое. Второй навык, который должен освоить человек, это рост профессионализма. Повысил свою квалификацию, ты получаешь другие возможности. Да? Поэтому второе – это рост профессионализма. Третье направление – это менять профессию. Но человек понимает в любом случае определенные принципы, у него есть навык обучаться, поэтому он приходит и уже обучается на месте. Да?